Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Инна. Сегодня мы свяжем с вами вот такой вот интересный, легкий, симпатичный узор мех. Вот я связала 3 образца. Это 3 различных способа, которыми я буду вязать узор мех. Все способы я вам покажу, расскажу, поделюсь с вами. Все имеют право на существование. Вот этот вот способ подойдет на более толстую нить. Вот эти 2 способа на более тонкую нить. Вот как бы вы видите, нить можно сравнить. Вот они разные по толщине. Вот. Какой вам способ больше понравится, применяйте, вяжите. Таким способом можно связать кардиганы, мочалочки, коврики, что-нибудь для куклы, волосы или бороду. Можно сделать отделку на рукава или шапочку. Вот сейчас мы приступим с вами. И первым способом свяжем вот такой вот образец. Он вяжется на основании лицевых рядов платочной вязки. С одной стороны вытягиваются петли, с другой стороны обыкновенная лицевая вязка. Вот первую петлю мы провязываем кромочной, снимаем. Первую петлю мы провязываем так. Лицевая. Просовываем большой палец вот сюда как можно дальше на спицу и обкручиваем его снизу нашей основной нитью. Потом заходим вот сюда в эту же петлю, захватываем еще одну лицевую и с пальца петлю снимаем. А вот эти вот 2 петли, которые у нас образовались на правой спице, переносим на левую и провязываем лицевой. Следующая петля у нас лицевая. Опять лицевая. Большой палец вперед. Ниточкой его обкручиваем. Вот у нас образовывается здесь вот такой вот перекресток. Вот. В эту же петлю лицевая. Петлю с пальца снимаем. 2 петли с правой спицы переодеваем на левую. Провязываем лицевой петлей. Вот у нас получается вот такие вот вытянутые петли. Следующая обыкновенная лицевая. Так вяжем до конца ряда по рисунку. Изнаночную сторону мы вяжем всеми лицевыми. Можно это переднюю нить, можно это заднюю, как вам удобно, как ложатся спицы. Вот так вот выглядит узор с изнаночной стороны. Лицевую сторону, 3-й ряд, мы вяжем точно так же, как и 1-й ряд, только в шахматном порядке. Теперь мы кромочную снимаем. И вот там вот, где у нас была меховая петля, мы провязываем просто лицевую. А там, где у нас была обыкновенная петля, мы провязываем меховую петлю. Точно так же. Лицевая. Набрасываем на большой палец. В эту же петлю лицевая. 2 петли протягиваем с правой спицы на левую и провязываем лицевой. Следующая петля лицевая. Опять лицевая. Вытянутая петля. Вот так удобно очень. Вот она образовывается. В эту же петлю лицевая. И с правой спицы перекидываем 2 петли на левую и провязываем их опять лицевой петлей. Вот так вот получается. Следующая лицевая. Так вяжем до конца ряда. Вот я провязала 4 ряда. Раз, два. 2 лицевых и 2 изнаночных. Вот так вот у нас узор выглядит с лицевой стороны. Вот так вот он выглядит с изнаночной. Это я провязала узор на толстую нить. А сейчас я вам покажу, как вязать этот узор на тонкую нить. Второй способ мы вяжем на тонкую нить вот так вот. Первую снимаем.
вторую лицевая. Нить набрасываем на большой палец, как и первый раз. Вот, обкручиваем. Провязываем лицевой. И вот эту нить, петлю, которая первая, мы вторую закрепляем. Просто перебрасываем. Все, ниточку подтягиваем. Петлю не пропускаем. Опять вяжем также лицевая. Перебрасываем нить через палец, как в первом способе. Вот, получается у нас вот такое вот скрещивание. Опять в эту же петлю провязываем лицевую. Вот. И первую петлю, которую мы провязывали, перебрасываем через эту лицевую. Чуть-чуть подтягиваем. Ничего не пропускаем. Вяжем в каждую петлю. Вот мы провязали лицевой ряд. Вот у нас получился такой мех в каждую петлю. Тоже очень пушистый. Изнаночную сторону вяжем просто лицевыми петлями. Любым способом. Обыкновенная лицевая петля. Обыкновенная лицевая петля за переднюю стенку. Вот у нас получается вот такой вот узор с лицевой, с изнаночной стороны. И вот такой вот узор с лицевой стороны. Вот. Вытянутые петли. Очень красиво для коврика, для мочалочки. Вот такой вариант и вот такой вот вариант. Но есть еще и третий вариант. Сейчас мы с вами посмотрим и его. Для третьего варианта я также набрала 20 петель. Первый ряд мы вяжем установочный лицевыми. Он у нас будет изнаночным рядом. У нас все петли будут идти не в правую сторону, не к нам, а от нас. Вот мы вяжем первый ряд лицевыми. Вот мы дошли до второго ряда. И сейчас мы с вами провяжем вытянутые петли. Провязываем так. В петлю вставляем спицу и нитью обкручиваем вот сюда вот накрест спицу. Раз, два, три. И вот эти вот 3 петли вместе сюда вот протягиваем. С пальца снимаем. Лицевая. Опять вводим сюда спицу. Сразу обкручиваем. Не туго, потому что не снимется с пальца. И провязываем эти 3 петли вместе. Вот у нас образовываются вот такие вот петли с другой стороны. Вот такие вот петли. Следующая лицевая. Опять сюда вот так вот спицу вводим. Нить сразу обкручиваем. Вот так вот. Раз, два, три. Протягиваем в петлю и аккуратно с пальца снимаем. Вот. Лицевая. Вот у нас получается вот такие вот петли с этой стороны. И так вяжем до конца ряда. Кромочная, изнаночная. Следующий ряд у нас получается изнаночный. Вот у нас петли вот так вот ложатся. Мы их немножко подтягиваем. Мы вяжем следующим образом. Вяжем все лицевые. Кромочную снимаем. Вот эту вот петлю, которая на 3, мы тоже ее провязываем лицевой. Но мы вот эти петли вот так вот пальцем придерживаем, потому что когда мы вводим сюда петлю, они у нас убегают. Вот поэтому мы придерживаем их пальцем. И можно чуть-чуть потянуть. Следующая лицевая. 3 лицевой придерживаем. Вот. И сюда чуть-чуть их подтягиваем. Следующая лицевая. 3 лицевой придерживаем и подтягиваем. Следующая лицевая.
Вот когда вот вы уже их провяжете полностью, они уже не станут, никуда не денутся, вот как здесь нижние. Но пока вы вывязываете, вот будьте очень аккуратны. Вот 3 вместе. Я их придерживаю вот здесь вот. Подтягиваю. Лицевая. 3 вместе. Вот я их придерживаю. Лицевая, кромочная, изнаночная. Вот. Вот мы провязали еще один ряд. Вот получается у нас вот такая вот пушистая картина. Следующий ряд мы вяжем в шахматном порядке, как я уже говорила. У нас получается этот ряд лицевой, а мех получается с изнаночной. Вот чтобы вы знали. Вот опять мы делаем. Первую петлю снимаем. Здесь у нас не было меховой петли, значит мы ее делаем. Вот мы протягиваем спицу сюда. Сразу же накручиваем. 1, 2, 3. Немножко наискось, чтобы легко было снимать. Провязываем и с пальца удаляем. Лицевая. Следующую петлю, спицу в петлю сразу же. 1, 2, 3. Вот так вот наискось. Провязываем и снимаем с пальца. Следующая лицевая. Опять протягиваем, сразу же обкручиваем. 1, 2, 3. Протягиваем ее сюда и с пальца аккуратно снимаем. Вот, лицевая. Вот у нас получается вот такие с этой стороны меховые петли. Вот. 1, 2, 3. Таких меховых петель мы можем обкрутить и больше. Ну, я не знаю, стоит ли. Лицевая. Последующая кромочная. Последняя. Вот. Вот так вот узор получается с изнанки. Вот все лицевые. Вот так вот узор получается с лица. Вот мы чуть-чуть его подтянули. И когда мы провяжем закрепляющий ряд, уже никуда никто не подергнется. Вот. Вяжем лицевая. Классический способ. Тут за заднюю нить. Эти нити придерживаем. Классический способ. Придерживаем эти 3 за заднюю нить. Вот. Классический способ за переднюю. За заднюю нить. Чуть-чуть придерживаем. За переднюю. За заднюю. Кромочную. Вот когда мы все это подтянули, провязали, вот теперь этот у нас мех никуда уже не подвинется, никуда уже он не увеличится, не уменьшится. Вот такой 3-й способ вязания узора мех. Вот первый, вот второй, вот 3-й. Вы можете попробовать все 3. Можно связать еще образец и этим способом, и этим вместе. И получается у вас вот такая вот пушистая с обеих сторон. Ляжет мочалочка. Вот можно попробовать. Надеюсь, вам это видео было полезно. Вы извлекли из него уроки. Если вам это видео понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду рада встрече с вами. Вот таким узором мех в следующий раз мы свяжем с вами мочалочку. Всего хорошего. Пока-пока.